10 лет назад, находясь на пике популярности, эта игра цепляла буквально с первых секунд. Стоило увидеть, как кто-то в нее играет, и ты уже сам тянулся за телефоном, чтобы скачать. Сегодня поговорим про легендарную Swamp Attack, или как многие ее у нас называли, просто Артур. Почему она относится к жанру Tower Defense, если в ней нет ни одной башни? Чем, на первый взгляд, простая механика смогла зацепить сотни миллионов игроков? Почему вторая часть так и не повторила успех первой, несмотря на вполне достойное качество? И правда ли, что игра до сих пор жива и у нее есть шанс на второе дыхание? Недавно я скачал ее снова и был приятно удивлен. А перед тем как начать, хочу поблагодарить всех, кто присоединился к моему каналу. Нас уже больше 100 человек. Ваши лайки и комментарии действительно вдохновляют. Именно благодаря вам канал растет и развивается. Игра Swamp Attack была разработана и издана Outfit 7 Limited, известной прежде всего серией про кота Том. Общее количество скачиваний их игр трижды превышает население Земли. Однако в самой игре мы можем увидеть упоминание студии Moving Eye, которая фактически является дочерней или внутренней командой в рамках Outfit 7. Что это значит? Outfit 7 юридический владелец и издатель, а Moving Eye студия-разработчик, входящая в экосистему Outfit 7 или работающая под их брендом. По крайней мере, так пишут многие источники в интернете. Swamp Attack — это мобильный экшен в формате Tower Defense, где ты в роли деревенского дядьки с дробовиком защищаешь свое кресло-качалку и домик посреди болота от бесконечных волн мутантов на лодках, аллигаторов, зомби-бобров и других безумных созданий. Игра сочетает в себе аркадную стрельбу с элементами стратегии. Тебе нужно правильно выбрать оружие, улучшать его, использовать вспомогательные предметы, например, динамит или ящик с бензином, вовремя перезаряжаться и просто не дать врагам дойти до твоей двери. На первый взгляд все максимально просто, и может показаться, что общая механика слишком банальна, но это не так. Благодаря разнообразию противников, нелинейности сложности отдельных уровней, а также красочного и броского визуала, поддерживается постоянный интерес игрока. При этом не нужно учить правила, читать туториалы или долго вникать. Ты заходишь, стреляешь и расслабляешься. Именно поэтому она и зашла миллионам игроков по всему миру, от детей до взрослых. Так а почему же ее все-таки относят к жанру Tower Defense, когда тут нет зданий? Ну, на самом деле здание есть, это сам дом главного персонажа, который он защищает. А сам тип игры — это вариация жанра Tower Defense, точнее его поджанр. Static Defense Shooter. Примеры похожей игры можно считать Plants and Zombie. Они не всегда про башни, но следуют основной логике жанра. Волны врагов, ограничение линии обороны, апгрейды, прокачка и защита базы. Так что название Tower Defense прижилось как обозначение механики. Волна плюс защита, а не буквально постройки башен. Для тех, кто скажет, что это не особо популярная игра, приведу статистику, что только в Google Play игру скачало более 140 миллионов человек, и она имеет оценку 4,7 из 5, а также свыше 2 миллиона отзывов, что является внушительным результатом для мобильного гейминга. Прошло уже больше 10 лет с момента выхода игры, и казалось бы, что можно изменить в таком простом сюжете? Но если копнуть чуть глубже, изменений было немало. Да, на первый взгляд все осталось почти таким же, как есть. Ты сидишь на крыльце, стреляешь в мутантов, защищая дом. Но за эти годы игра все же знатно эволюционировала. Во-первых, визуально. Подтянули интерфейс, он стал более современным, уровни ярче, анимации плавнее. Хотя сама стилистика осталась такой же мультяшной, общая картинка стала качественнее, чище и приятнее. Чем-то напоминает старый родной Flash. Наверное, это тоже одна из причин, почему игра мне приглянулась. Во-вторых, контент. Разработчики постепенно добавляли новые эпизоды, главы и врагов. Теперь против тебя не просто бегут аллигаторы и зомби-бобры. Появились боссы, враги с щитами, воздушные атаки и новые ловушки. А вместе с этим новое оружие, апгрейды и расходники, а также питомцы, которые помогают тебе в бою. Хотя все же стоит отметить, что обновления сюжета выходили медленно, что способствовало оттоку игроков.
И в-третьих, игра стала более поддерживаемой как сервис. Проводились тематические ивенты, появлялись временные скидки и бонусы, всякие челленджи. Хороший пример того, как спустя время игра не поменяла свой облик, в отличие от игр, которые со временем меняются до неузнаваемости. Скачав ее недавно, я убедился, что это по-прежнему веселая болотная стрельба для души. И тот факт, что в нее до сих пор играют, говорит сам за себя. Даже на начало 2025 года игру ежемесячно скачивают около 300 тысяч человек, а последнее обновление игры было неделю назад, что доказывает ее живучесть, хоть и не на тех показателях, которые были на пике в начале. Игра особенно популярна в Европе и Азии. Теперь немного критики в адрес игры. И первое, что приходит на мысль, это монетизация. В целом я и сам делаю мобильные игры. И понимаю, что быть без прибыли игра не имеет права. Но у всего есть разумные пределы. На сегодня межстраничная реклама может всплывать в игре более 10 раз подряд, что слишком даже на мой взгляд. Я, например, стараюсь ограничиваться рекламой хотя бы раз в 25 минут. Хотя из этого есть отличный выход. Просто отключаем интернет на время игры и наслаждаемся процессом. Как и говорил ранее, еще из недостатков можно было отметить нечастое обновление сюжета. Но за это время его скопилось столько, что если начнете игру сейчас заново, вам ее хватит надолго. Особенно рекомендую эту игру в дорогу. Надевайте наушники с музыкой, отключайте сеть и, запустив игру, отличные пару часов впереди будут гарантированы. Можно, конечно, было еще обсудить тему исчезнувшего мультиплеера, но там все как всегда. В целом больше и придраться не к чему, ведь на фоне современных гиперказуалов игра знатно выделяется в лучшую сторону. Swamp Attack 2 – это сиквел, о котором мало кто знает. После успеха первой части Swamp Attack, казалось бы, логично выпустить продолжение. И да, Swamp Attack 2 действительно вышла. И вот что интересно. Несмотря на узнаваемый стиль и более современную графику, большинство игроков даже не знают о ее существовании. Почему так получилось и чем вообще отличается Swamp Attack 2? По сути, вторая часть — это прокачанная косметически первая версия, на максималках. Во-первых, графика. Визуально вторая часть стала заметно симпатичнее. Персонажи и враги анимированы более плавно. Задники ожили, яркие визуальные эффекты и объем изображения. Освещение стало глубже. Но при этом игра сохранила ту же мультяшную подачу, которая нравилась фанатам первой части. Во-вторых, геймплей. По механике Swamp Attack 2 осталась верной оригинальной идее. Ты все так же защищаешь дом от мутантов и болотных тварей. Однако появились новые элементы, такие как улучшенные анимации оружия и выстрелов, переработанная система прокачки, более четкое разделение уровней по сложности, разнообразные карты и мини-боссы, иногда кат-сцены и диалоги, которых не было в первой части. По моему личному мнению, это просто причесанное продолжение первой части, и оно лаконично смотрелось бы как одна игра. Но, возможно, ограничение по памяти билда повлияло на это, и для оптимизации ее зарелизили как отдельную игру. Что же пошло не так? Игра набрала несколько миллионов загрузок, что для фри-то-плей игры вполне неплохо, но это в разы меньше по сравнению с сотнями миллионов первой части. Многие скачали, попробовали и вернулись к оригиналу, потому что, как ни странно, он до сих пор ощущается более целостным и незамыленным. Главная проблема – недостаток продвижения. В отличие от первой части, которая в свое время активно продвигалась в рекламе и собирала десятки миллионов установок, вторая часть вышла и все. Минимум рекламной поддержки, тишина от разработчиков, редкие обновления. Многие фанаты даже узнали о ней случайно, через рекомендацию в Google Play. Хотя можно было бы сделать отсылку от нее в первой части, за дополнительный бонус. Кроме того, механики монетизации стали более навязчивыми. Некоторые игроки жаловались на то, что процесс стал сильно завязан на рекламе и покупке. Плюс технические проблемы. На старте встречались баги, редкие вылеты, недоработанные уровни. Это тоже портило первое впечатление. Но стоит отметить, потом игру допилили. Также стоит отметить, что на момент выхода этой версии в 2020 году пик первой части уже давно спал. Возможно, выйдя она раньше, результат был бы совсем другой. Вывод. Swamp Attack 2 – это хороший, добротно сделанный сиквел.
Он выглядит лучше, местами играется интереснее, но не смог повторить магию оригинала. Это не провал, но и не успех. В нем чувствуется потенциал, хотя не хватает того самого вау-эффекта, который был у первой части. Если бы игра была вертикальной, то, возможно, TikTok аудитория смогла бы дать игре второе дыхание, как это бывало с другими мобильными хитами. На дворе уже 2025 год, и вопрос, а не устарела ли игра Swamp Attack? Звучит вполне логично, но если отбросить снобизм и взглянуть трезво, игра до сих пор отлично работает как тайм-киллер. Геймплей не требует особых усилий. Сел, пострелял аллигаторов, все просто понятно. Именно за это ее и полюбили миллионы. На мой субъективный взгляд, эта игра – часть золотой классики мобильного гейминга. Если у этого канала хорошо вырастет размер аудитории, то я сниму на эту тему отдельную документалку, где разберу немало игр этой мобильной эпохи. А главный аргумент — это то, что игра не мертва. 200-300 тысяч ежемесячного органического прилива, о таких показателях можно только мечтать. Золотая жила для их создателей. Поэтому рекомендую. Качаем и получаем незабываемые эмоции. А еще больше информации про мобильный гейминг можно найти на моем телеграм-канале. Ссылка будет под видео. В заключение хочу отметить, Swamp Attack — это та самая игра, которая когда-то была почти у каждого второго на телефоне. Спустя 10 лет она все еще способна удивить. Простая, но цепляющая механика, множество уровней и знакомая атмосфера. Конечно, время не щадит никого, и пик ее популярности уже позади. Но если ты хочешь отвлечься, поностальгировать и просто попробовать что-то легкое и веселое, в 2025 году она все еще стоит твоего внимания. Если тебе понравился ролик, поставь лайк, подпишись и напиши комментарий, играл ли ты в нее раньше. Чем тебя зацепила эта игра? Возможно, вместе мы дадим игре вторую жизнь. До встречи в следующем видео.